Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз июнь-июль 2025 года. Момент перехода между прошлым и будущим. Судьбоносный шанс и к чему все идет. Давайте узнаем, что придет, что уйдет. И за счет планетарных добрых транзитов июня у нас Юпитер переходит в знак зодиака Рак, или для всех, каждого создает более гармоничную обстановку, атмосферу. И это действительно возможность, шанс многое изменить, согласовать, договориться, может быть и помириться, документы, какие-то важные бумаги оформить и не потерять это время. Потому что оно не будет длиться вечно, увы, и в июле мы уже прочувствуем, потому что планета Уран переходит в знак зодиака Близнецы, и это ощущение, словно меняется какая-то парадигма в нашей жизни, или какая-то неведомая сила заставляет нас принимать важные решения, ломает шаблоны, или заставляет измениться нас самих. И поистине вот эти 2 месяца могут стать этим судьбоносным шансом, когда мы для себя можем что-то решить. И июнь дает эту возможность буквально с первых дней, открывая для нас более добрую обстановку, небо. И даже если были какие-то конфронтации, возможность самому себе не навредить, а как раз какие-то правильные параллели провести. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема и часто напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Давайте рассмотрим. 78 дверей называется сегодняшняя наша колода. Это метафорические карты. О, как! Но мы так и оставим. Карта Солнца. Раньше, когда выпадала карта Солнца, прекращали гадания, прогнозы и говорили: иди, у тебя все хорошо. Ну, понятно, на 100% редко бывает все хорошо. Будем реалистами, всегда к этому призываю. Но в целом доброе небо июня перед вами, правда, какие-то возможности открывает. И я должна сказать, карта Солнца – это еще и карта нашего эго. Поэтому будет желание, мои дорогие водолеи, сделать что-то по-своему. Вот прямо вот хочу именно так, чтобы было, как я хочу. Но в этом будет, наверное, может быть, по крайней мере, некоторая загвоздка, потому что если мы говорим доброй энергии, то тут скорее гармония, дипломатия будут властвовать и помогать. Энергия июня. 3 карты. Что спешит в вашу жизнь? События ближайшего будущего. Уже совсем на пороге у нас июнь. И события отдаленного будущего июль, хотя тоже не за горами. С чем это будет связано? Каковы энергии? Давайте соединим, к чему все идет, чтобы правильно понимать, что из чего получается, вытекает, или что зачем следует, как причина и следствие. Да, тоже достанем 3 карты. К чему же все это идет? Что тут за возможности? У вас Солнце на кону. Тут действительно к чему-то все идет. Какие-то судьбоносные моменты. И вот мы следующую карту достанем. В какой сфере жизни или в каких вопросах, чего это будет касаться, когда вам придется принимать важные решения. Такое вот однозначное. И не упустить, может быть, время. Что уйдет? Вот что пытается от вас оттолкнуться? А что придет взамен? Следующая карта – поездки, путешествия, перемещения. Ваши планы, честолюбивые планы, ваши достижения, какие-то проекты. И что дальше? Чего ждать дальше, да? С заходом где-то на август. Итак, добрые энергии июня, мои дорогие. Карта мага. Ну, правда, вот нечего добавить. Карта Солнца, карта мага. Но ведь правильно надо провзаимодействовать. Я только об этом говорила. И ведь для вас нет ничего невозможного. Кардинально изменить какую-то финансовую ситуацию. 9 пентаклей. И знаете, это такое число, оно вибрирующее. 9, а если переворачивается, то 6. Вот вы будете выбирать. У вас есть возможности. И, кстати, великий манипулятор маг и великий практик. Кто-то думает, маг – это про магию, это там про что-то такое вот неземное. Неземное в плане это наших мыслей, которые вполне материальные. И правильные мысли будут очень важны, потому что себе не наколдовать чего-то, того, чего не нужно, если мы говорим о мыслях.
И наш сегодняшний день формируют те мысли, которые у нас или которые мы допускали вчера, а завтрашний день мы формируем мысли на сегодня. И когда выпадает эта карта, я говорю всегда, что будьте внимательны и к мыслям своим тоже, потому что вы как привлекаете или формируете пространство для себя будущего. Вот для вас нет ничего невозможного, но себя контролировать тоже даже в мыслях приходится. Если мы говорим практик, то где-то это ведь тоже материализм. Маг, он материалист. Но он умеет из идеи сделать какое-то счастливое будущее или создать ту реальность, которая ему наиболее предпочтительная. И по девятке пентаклей, если мы говорим, для мага нет закрытых дверей, а по девятке пентаклей двери открываете вы сами. Но эта карта самодостаточности, изобилия, процветания, денежного удовольствия, когда вы действительно по деньгам должны быть довольны. Но все вот эти две карты, они вам говорят, смотрите, еще один старший аркан, Верховная Жрица. Первое, слушай свою интуицию. И вот, кстати, по части мыслей, это я права. А еще буквально карта нам говорит, твоя независимая позиция строится не от того, как ты кому-то что-то доказываешь, или, ну, условно, единомышленников даже вокруг себя собираете. Нет, здесь, как знаете, вот такой вопрос раньше в философии ставили. Роль личности в истории. Вот тут вот действительно ваша личность в вашей истории. Здесь нужно что-то сделать самому, но перед этим максимально что-либо продумать. Или какие-то наметить для себя пункты, может быть, стратегию, тактику. Буквально хранить молчание. Помните, счастье, удача любят тишину, ведь карта интуиции, Верховная Жрица, она никому ничего не доказывает. И вот эта независимость, она к ней приходит, когда она умеет не вступать в спор тот, который ей не полезен или каким-то образом может помешать. Почему я так говорю? Потому что первый аркан Солнца, и это всегда возможности. Причем это те возможности, которые совсем не про два эти месяца, июнь-июль, а это начиная где-то с июня, и на последующие 6-8 месяцев вы будете чем-то активно заниматься. Вы выбираете направление этим летом. И чему вы отдаете предпочтение? Вам нужно подумать. Интуиция будет вам давать правильные подсказки. И как вам действовать? Поэтому, правда, счастье, удача любят тишину. Кстати, идею тоже можно украсть. А вы богаты на идеи, мои дорогие водолеи. Вам придется постоянно быть осознанным, да, или осмысленным, подмечать, что происходит вокруг, что говорят люди, и складывать это для себя в какую-то траекторию или в последовательную цепочку развития событий. И здесь вы можете, кстати, где-то заметить, что, допустим, какое-то действие или событие может быть связано с конкретным человеком, может быть, у кого-то по работе это будет или в личной жизни, но вы можете себе сказать, ну надо же, я вот предвидел или предвидела. Ладно, давайте посмотрим, что там за энергии на июль. А ведь и правда, вот какую-то новость, которая для вас, как, знаете, приходит не просто неожиданно, а мы словно ловим на ухо, да, вот я такое выражение употреблю, потому что телепортируется наша девушка через дверь. Дверь как будто закрыта, а здесь мы слышим что-то нужное, очень важное. Может быть, это даже в средствах массовой информации вы что-то как новость какую-то слышите, но она может влиять и оказывать влияние на вашу жизнь таким образом, что вы понимаете, промедление недопустимо. Нужно действовать как-то быстрее или мне на что-то решаться. Ваши какие-то важные решения будут, может быть, зависеть от того, что вы услышите. Будьте внимательны. Это одновременно может означать, когда какая-то дверь, которая была закрыта, теперь вы знаете, как с этим вопросом разобраться. И тогда какое-то ожидание у вас будет, скорее всего, закончено. Почему говорю ожидание? Часто вы именно в этой колоде королева кубков. Эфемерное что-то, нереальное. А вот она, королева пентаклей, более чем реальная. Карта нам сама говорит о том, что упорядочить свою жизнь. И королева пентаклей, сначала какая-то идея зарождается в ее ментальности, творчество. Ей творчество очень
близко, она творческий человек, и она умеет сказку сделать былью. Вот что-то подобное у вас может быть и в июле, а начинается с какой-то услышанной новости, информации и вашего правильного решения. Причем, знаете, ведь эта информация, она может прийти где угодно. Мы можем находиться, ну, внешне где-то, да, прогуливаясь где-то даже, да, и случайно вдруг мы слышим фразу. Или едем в транспорте, в любом транспорте. И здесь, как, знаете, нас сродни Эврика, да, или меня осенило. Вот такое тоже вот как раз по этой карте и проходит. И у вас и жрица, и маг выпадает. Так вот тут из какой-то идеи буквально кому-то сделать деньги. Потому что у вас много пентаклевых карт. Ну, немного, карта Солнца, если мы все вместе, да, еще и мага сюда же. Но самые такие ключевые: девятка пентаклей, изобилие, процветание, королева пентаклей. И вот нам показывают, это вы открываете двери, кому сочтете нужны. И открывает такие королева пентаклей двери, и два маленьких человечка, гномы, как будто сейчас зайдут и будут ей помогать пересчитывать ее сокровища. Здесь, как и на самосохранение. Для кого-то это вопросы личной жизни. Когда вы можете их прояснить, уже перевести в какую-то более реальную плоскость, проговорить, может быть, некоторые темы, которые прежде вы ждали или было неловко начать. Вот, кстати. Выносите на поверхность все разговоры откровенные и делайте это очень дипломатично. И тогда для вас нет ничего невозможного. Причем разговоры, будь то по работе, будь то по вашим проектам, будь то по личной жизни, будь то по финансам. Для вас максимальное прояснение какой-то ситуации должно наступить в июле. И это будет зависеть в первую очередь и от вашей собственной решимости. Давайте посмотрим, чего же ждать, к чему все идет. Может быть, вам и придется, кстати, июнь, июль принимать такое решение. Мы с вами вскользь сказали по двойке жезлов, которого вы прежде никогда не делали, или действия придется совершать, к которому вы не готовы отчасти. И если мы даже говорим о дверях, тут как будто дверь горит, прыгать нужно, да? Мы смотрим со стороны на эту карту и понимаем, что хватит там сидеть на втором этаже. Девушка надеется, что сейчас кого-то покличет, и человек или кто-то появится. А нам показано на карте сумерки, тут вообще в округе никого. И нужно надеяться на самого себя. Вот для вас, мои дорогие, сделать что-то нужно, как вот этой девушке прыгнуть. И это мы, глядя так со стороны, беспристрастным взглядом, понимаем, что, ну хорошо, там у тебя синяки бы, шишки бы набило. Ну и что, ну ты бы осталась жива. Но ей страшно. Помните, страх искажает реальность. Будет как бы страшновато на что-то вам решиться. А сделать это нужно совершенно необходимо. Иначе какая-то затянувшаяся история может действительно стать опасной. Или вы потеряете даром время, мои дорогие. По семерке жезлов это вы будете где-то фильтровать общение. Это точно. Нам человек показан, и непонятно, да, не то он открывает грот, не то он закрывает большим камнем. И часто по семерке жезлов идет какая-то многозадачность, которую нас пытаются втянуть. Потому что это мы кому-то интересны. Или какой-то проект, в котором мы должны участвовать. Но тут самое главное определить, хотите ли этого вы. Несет ли данный проект вам какие-то бонусы. Вам придется словно на чашу весов. Вот так свой какой-то интерес положить и чей-то другой. И провести аналогию, соединяется это каким-то образом, потому что для вас важен взаимно энергообмен. Не должно быть, знаете, как выполненной работы, а бонусы получил кто-то другой. Вот, видимо, вам связать это воедино придется и, может быть, даже пересмотреть свое окружение и решиться на что-то. Может быть, на те действия, которые вы прежде не планировали. У кого-то это может касаться и работы тоже. Жезлы, дела, работы, бизнес. Может быть, вы будете рассматривать дополнительный доход, потому что этого требуют обстоятельства. Да, работа на самого себя. Здесь именно где-то как жизненный путь по отшельнику очень часто проигрывается, когда мы работаем или удаленно, или работаем на дому, или работаем из любой точки мира. Это как жизненный путь, и нас ничто не должно сковывать, сдерживать. У кого-то внешние события сложатся так, когда вам придется, может быть, даже
очень быстро и действовать, и решения принимать. И времени будет не так много. Но не рассказывайте все же о том, что вы намереваетесь делать. Вам буквально молчание помогает. Даже если кто-то пытается из вас вытянуть эту информацию. И хоть вам выпали очень добрые карты на осуществление мечты, на деньги, кстати, да, такие благополучные. А все-таки отшельник карта тут не совсем материализм, точнее вообще не материализм. Ведь это дервиш. И, видимо, соединить возвышенное и земное, но все-таки денежная составляющая, она вторична. Потому что философ, к вам могут обращаться за каким-то дельным советом, мои дорогие. Вас могут и буквально соблазнять, вот как на этой карте. Вас могут уговаривать остаться, если вы собираетесь поменять работу. Но, наверное, верность самому себе, притом при всем, что вы что-то просчитаете. Если действительно вы собираетесь сменить работу, тогда не должно быть, знаете, как ухода в никуда. Помните, у вас карта Солнца и карта Мага. Эмоции могут рваться наружу. Может быть, вас что-то и не устраивает. Есть какая-то обстановка, к примеру, по работе. Вам она до чертиков надоела, будем говорить. Да, и уже хочется это все бросить, и чтобы это быстрее как-то все закончилось. Но нельзя ведь уходить, знаете, словно в никуда. Какая-то стратегия, тактика вами должна быть продумана и надеяться на себя. В какой сфере жизни вы будете принимать важные решения? Важные решения скорее будут касаться где-то области чувств. Но и тут будьте готовы к некоторым метаморфозам для того, чтобы добиться желаемого. А для кого-то поездка. Та поездка, на которую вы, может быть, возлагаете большие надежды. Но все-таки наш рыцарь, он нам показан, а может быть, это к вам какой-то человек тоже спешит, кстати. Но, значит, при взаимодействии с конкретным человеком вы можете узнать что-то такое, что может вам не понравиться. Или не совсем отвечает вашим планам. Почему так говорю? Потому что нет как будто закрытых дверей. Вход в грот, но он находится за водопадом. И прежде чем мы войдем в этот грот, какой-то такой ледяной душ мы можем испытывать. А тем не менее, карта говорит, это может нам принести вдохновение. Есть, значит, какие-то отношения, и по этой карте, по рыцарю кубков, мы не бежим далеко. Мы позволяем себе вдохновиться, порадоваться этому моменту. Но на чужих обещаниях мы не строим свою жизнь, как на каком-то фундаменте, потому что здесь еще все может поменяться. Что уйдет? Ну, может быть, для кого-то и будет пересмотр по взаимоотношениям. Это карта любви или карта искренности. Может быть, некоторые детали по части взаимоотношений вы тоже узнаете. Для кого-то из вас, может быть, и были те взаимоотношения, которые когда-то для вас значили очень многое, но либо человек ушел, либо меня смотрят люди из разных стран, и в силу непреодолимых каких-то событий произошло расставание. Или вы вынуждены были куда-то переместиться, или человек, ну, буквально ушел, а вот в воспоминаниях он живет. Вот здесь я вижу, какая-то история вами все равно будет пересмотрена. Именно личная история. И не случайно рыцарь кубков выпадает. Здесь придется себя, ну, словно немножко изменить. Может быть, изменить отношение к кому-либо. Или, если какая-то даже история продолжается, как ваш любовный союз. Или семейный, мои дорогие, союз. Но, значит, есть какая-то деталь или какая-то составляющая, которая будет связана с тем, что, ну, она уходит в прошлое. Вы не можете это продолжать. Или, может быть, вы сами не захотите. Будьте внимательны. Тут ведь может проиграться и такая ситуация. Доброе, я сказала, небо июня. А вот этот аркан Солнца, наше эго, оно нас заставляет как будто действовать вот так, как мы хотим. И у вас еще и аркан Маг. Здесь, знаете, настолько будет сильным желание сделать что-то именно так, как вы представляете. А вам это может помешать. И в данном случае будьте внимательны тем, кто вам всегда помогал или кто к вам искренне относится, чтобы где-то у вас сильная позиция, и для вас это очень плодотворный период. Но своими неправильными, может быть, действиями или бездействием
или какими-то громкими фразами, мои дорогие. Не случайно Верховная Жрица тоже говорит «молчание золото». Ну, по крайней мере, так вот рекомендуют карты. Значит, для кого-то из вас и есть вероятность поссориться, понимаете? Несмотря на то, что эти энергии 2 месяцев, ну, как минимум июня, больше способствуют примирению. Но, значит, если вы даже, к примеру, поняли, что нет, погорячился или погорячилась, тогда возьмите полшага назад и восстановите, если видите, что для вас эти отношения действительно важны. Давайте посмотрим, что же придет. Король мечей, какие-то рациональные действия. Вы знаете, кто-то тут может из вас вообще, я бы сказала, поставить на паузу личные отношения, потому что это вы примете такое решение, поскольку у вас может быть вот именно период июнь-июль, какое-то плодотворное время для творчества, для работы, для продвижения ваших планов, каких-то задумок. Я такое допускаю. И вы просто можете погрузиться в работу с головой уйти. И вы знаете, вот своим невниманием вы тоже можете кого-то обидеть. Вот и такая метаморфоза, я ее допускаю. Поэтому держать баланс вам придется, это точно, мои дорогие водолеи. Но если мы говорим приходит, рационализм, какие-то вопросы вы сумеете прояснить точно, ясно, с прописыванием, может быть, в каких-то важных бумагах, куда вы ставите подпись. Будьте внимательны. По этой карте все же король мечей у нас часто говорит о людях в форме. И тут форма самая разная может быть. Это может быть и таможенные службы, не обязательно военные, это могут быть и врачи. Кто-то будет разбираться с вопросами по здоровью, а кто-то пойдет, может быть, к чиновникам. Я допускаю, может быть, у кого-то и слушание в суде, все-таки мы все разные. Но здесь это как приходит. Здесь, знаете, будет еще и важно не довести какой-то конфликт до суда. Вот все-таки есть такой момент. И ведь добрые энергии, но, видимо, прочувствовать вот эту горящую дверь, когда действительно нужно прыгать. И, может быть, вы в чем-то даже правы, а обстоятельства вам говорят, лучше закончи какое-то дело медиаторством или договорись с кем-то, нежели вот эта конфронтация перейдет в какой-то более обширный конфликт. Ну вот есть и такая подсказка. Но если вы в более холодных энергиях таких, да, рационально, и одновременно вы смотрите беспристрастно, без эмоций на то, что происходит вокруг, или на какую-то ситуацию на работе, так, когда она вас не цепляет, тогда вы сделаете или предпримете очень правильные шаги действия, и решения ваши, они тоже будут очень выверены, как до мелочей. По сути дела, это и будут действия мага. Но составить какие-то документы или узнать, как в отношении вас работает закон, у вас есть возможность. Здесь может быть и встреча с каким-то человеком, может быть, вам это необходимо, к примеру, юрист, адвокат, когда вам нужно прояснить какую-то обстановку. И карта говорит вообще на весь период мы смотрим июнь-июль. Не иди против закона, не иди против каких-то постулатов или принятого в обществе, да, может быть, как менталитет, или системы и иерархии. Вот здесь какая-то ступенчатость, согласованность, закон и порядок. Вот это пытается войти в вашу жизнь. Хотя это могут быть, как я говорила, для кого-то просто ваши планы. И не важно, что меня смотрят не только мужчины, но и девочки. А выпал король мечей. Даже, мои дорогие девочки, для вас. Это вы, словно в мужских энергиях, таких очень расчетливо рациональных. Что же у вас по перемещениям, поездкам точно, колесница? Да здесь мы можем сорваться даже с места в карьер, причем очень быстро. Рост вашей популярности, все то, что я говорила. Но, видимо, и самим себя приходится сохранять. Поэтому и карта мага. По этой карте эта карта говорит, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Но все же, видимо, есть еще некоторые моменты с учетом короля мечей, опять же. Потому что если мы говорим закон, власть, порядок, есть какие-то принципы, да, и вы не можете их обойти. Вам просто нужно все сложить в один красивый узор, чтобы и, может быть, и овцы целы, и волки сыты. Или какие-то бумаги, документы оформлены правильно сегодня, и на завтра вы себя как бы обезопасите от какой-то возможной головной боли. Вообще приготовьтесь к тому, что
перемещений будет много. Может быть, это и по работе, у кого-то работа с командировками или работа где-то, ну, так вот удаленно, да, я имею в виду не дома, хотя иногда по этой карте и дома, а как мы все-таки смотрим, у нас позиция перемещений. Она не рядом с тем местом, где вы находитесь. Или по этой карте, когда вообще все меняется где-то. Ведь это старший аркан. Всегда эта карта открывает новые перспективы и возможности. И для кого-то может проигрываться, как ваши таланты раскроются где-то вдалеке от того места, где вы находитесь. Но самое главное, мы здесь идем вперед. Это уже карта будущего и будущего успеха. Но на этот успех, повторюсь, все-таки влияют некоторые позиции сегодняшнего дня. Поэтому должно быть все согласовано. Ваши достижения. Шикарно. Туз пентаклей. Если мы говорим, двери открыты, закрыты, да, вот обратите внимание, двери везде открыты. Здесь вообще дверей в колеснице нет. Туз пентаклей. Много дверей. И такой дом. Надежное убранство дома явно там на уровне. Но двери закрыты. Ну и неважно. Как будто все ключи, мои дорогие водолеи, в ваших руках. И правда, может быть, перед кем-то вы и словно закроете эту дверь. Какой-то пересмотр во взаимоотношениях, я предполагаю. Или меняете вы где-то, как поднимаетесь даже на ступень выше в системе иерархии, и приходится пересматривать окружение тоже. Или вы вообще куда-то перемещаетесь и оказываетесь в другой местности. Но помните, по тузу пентаклей это возможности. Возможности самореализации или начала нового проекта. Туз пентаклей – это как зернышко, которое мы садим в землю, и пентакли – это как денежное дерево, которое вы потом взрастите. Но нужно за этим тоже ухаживать. И нам показана женщина на карте, которая всем довольна. Поэтому какие-то ваши проекты, мои дорогие, они, знаете, как мечта ждет своего воплощения. И у вас что-то получится. Чего же ждать? Ну, правда, договариваться придется. Видимо, где-то причесывать собственные эмоции вам придется однозначно. И это не только июнь, июль, это и на август. Нам показаны синхронные ныряльщики и закрытая дверь. Закрытая дверь, как на дне этого бассейна. И она откроется только в том случае, если вот это ныряние, вот этот водный танец будет синхронизирован. Иными словами, приготовьтесь взаимодействовать с кем-то. И, наверное, основная задача – это вот как, чтобы все двери, мои дорогие водолеи, как и в дне сегодняшнем, так и в дне завтрашнем для вас были открыты. Значит, какие-то продуманные действия. У вас шикарный расклад, но есть о чем подумать. Буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.